Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре американская ПТ-САУ штурмовая Т-28 Черепаха. Да, 8-го левела, проходная прокачиваемая ветка. Вот такая вот она выглядит. Да, страшная, большая, наверное, бронированная. Как раз это мы сейчас пойдем и проверим. Итак, коллижная модель наша Т-28, ну и давайте по порядку. У нее как бы единый корпус, да. Прям рубкой будем называть, но все равно вот это называем НЛД. НЛД 127, приведенки 240-232. Да, обычными ББХами тяжело будет пробивать, но голдой свыше 240, а на восьмерках у многих и ПТ-САУ, и тяжелых танков голда выше 240. Уже вполне себе можно пробивать. Дальше переходим к надгусеничным полкам. Да, казалось бы, видали? Да, 114 почему-то здесь пишет, хотя она сюда не бьется на самом деле. Хер его знает. Что это они указали, здесь насквозь вылет. Ладно, какой-то глюк, видать. Смотрим основную бронеплиту передней рубки. 254 приведенной брони. И как для восьмерки, конечно, это уже неплохо. Мы основные снаряды не голдовые держим, да, а вот какая-то голда там прохнет плюс 25 бронепробитию, и даже здесь может пробить. Но все равно это достаточно крепко. Здесь 329, 330, аналогично, здесь бесполезно. Сама маска орудия вообще там 500. Ну вот есть полосочка, но она настолько тоненькая, твоя хер попадешь, да, в 250, 500, 500. Лючок 158, 165. Вот. Бортовое бронирование у нас 100 миллиметров, но это нам не интересно, мы танковать от борта не можем, у нас не поворачивается рубка. Три основных места, куда пробивается эта ПТшка. Лючок раз, 156, лючок 2, 167, НЛД 237. Соответственно, вот этот лючок-то проще всего закладывать, но иногда из-за угла водитель этой ПТ спрячет лючок, нужно выцелить это, либо кусок НЛД. Так что вот все ее ослабленные места. Так, с броней разобрались, идем смотреть основные модули. Касаемо пушек. У нас пушки. Вот, пожалуйста, значит, 8 левел и сразу 10. 90 миллиметров 105 и 120. Понятно, да, как все увеличивается. Альфа 240, 320, 400. Бронепробитие 170, 258 придется играть на голде. Закрываем. То есть, в принципе, можно на стоковой пушке играть с меньшей альфой, но придется играть на голде, потому что на основном снаряде вы ничего не сделаете. Смотрим дальше сравнение. 198, 248. Если хотите экономить как бы серебро, что тут даже думать, да, еще и на голде здесь какое пробитие, плюс сочная альфа. Все, остается только эта пушка. Других не дано. Соответственно, 9 секунд заряжается, пробитие на голде почти 300, это круто, 0,38 точность, нормальная точность, скажем так, как для такой дуры. 2,1, 2,1 секунда время сведения, ДПМ 2700, нифига себе на 8 левеле. Обязательно качайте рацию. Передавать-то данные вы штурмовая ПТ, на передней линии будете всегда драться. Ну и двигатель, конечно, очень важно, мы медленные, а топ-движок вам как минимум процентов 15 подвижности даст. Плюс на месте крутиться 24 градуса в секунду, здесь 20, аж целых 4 градуса. Так что все модули важны и нужна топовая пушка. Здесь мы качаем полевой модернизации. Вот тоже важный момент. Набранной скорости все-таки. Дальше. Пушка у нас вроде как сводится, в принципе, годно. Можно повысить точность. И здесь к незаметности после выстрела, ребят, к обзору ставим. Потому что это нас незаметность вообще никак не интересует. Здесь ставим на живучесть, нам выживаемость на этой ПТ САУ самое важное. И тогда, кстати, надо было переставить по оборудованию закалку сюда.
Ну, у меня все равно она сейчас не выкачана, полевая модернизация, поэтому не буду. Оставлю как есть. Значит, по оборудованию. Досел, турбина, закалка. По снарядам у нас основной это ББХ летит 945, пробитие 248. И 1200 метров почти летит подкол с пробитием почти в 3 сотни. Снаряжение, ремка, аптечка, огнетушители автоматические. 4 члена экипажа перки наблюдаете перед собой. По УВН у нас их ни хрена нету, но это, собственно, штука особо и не любит холмистые местности. Вот. По ХП у нас 1620 на закалке, могли бы и больше накинуть. Вот. По мобильности 20 на турбине, внимание, 26 вперед, 12 назад, почти 14 лошадей на тонн, нереально медленно. Хотя с места свою максималку набирает достаточно бодро. Как ни странно, огромная ПТшка. У меня перк незаметности не прокачан вовсе, у меня уже незаметность 22%. При полной прокачанной, ну, всех перках у экипажа здесь можно добиться больше, гораздо 30%. Как картошка это делает? Значит, по обзору мы полностью слепошарики, 365 метров. Вот. Штраф 5, ну, был бы 370. Ну, жесть, слепые. Плюсы и минусы. Медленно. Жирный минус. Плюс по броне. Плюс. Да, есть уязвимый зон, но в целом самая большая часть корпуса, она прикрыли чем-то НЛД. И надейтесь, что в лючки вам попадать не будут. В целом-то броня неплохая. Вот. По пушке. Хорошие быстрые снаряды, сочная альфа. Вот. Достаточно комфортное время сведения. Но УВНов нет. Это надо помнить. Вот. По обзору большой жирный минус. В целом как-то все. Предлагаю уже отправляться в бой. Давайте посмотрим, на что способна эта дура. Погнали. Так, обзор боем Т-28. Штурмовая ПТ-САУ американская 8-го левела. Проходная прокачанная ветка. Вот, попали в сетап к 8-кам и 7-кам. Лады. Мы медленные, хорошо бронированные, но не вблизи бронированные. Лючки нас неплохо жарят. Так, ЛТшечку дали. Хорошо. Это в меня стреляли, кстати.
закончили. Вот так вот и едем полномерно, всех убиваем. Не попали, снаряд выше пошел. Сейчас вывесили. На тебе, родной. Убьешь, да? Все полопались. Все, лопнули. Ну все, ребят, 2К дали. Фу. Шучу. Но у врагов турбослив 15.3 переигрывать не буду. И так все понятно. Медленный, бронированный, башни поворотной нету, штурмовая ПТ-САУ. Но все равно черепундель убивается достаточно легко через лючки. В первую очередь. Так что прям супер-супер мега бронированный. Это не для нынешнего варианта. Вот даже заняли почетное 3-е место по урону. И у нас 3 фрага. Да, мы крутые. Хорошая ли это ПТ-САУ, либо плохая? Ну, научились ее пробивать в НЛД, в лючки. А лючки здесь все равно пробиваются хоть как. Какая бы она не имела бы броню, ну, в маске, в корпусе. Ребята, у кого есть Т-28 в ангаре, кто до сих пор на ней катает или сейчас проходит только эту ветку, конечно же, пишите свои комментарии, как вам в целом Т-28, какой вы используете оборудование, может быть, без турбины закалки ездить на ней, не знаю. Поставьте в целом оценку, напишите комментарии под видео. Вот, я этой штуке ставлю за ее уникальный геймплей 3 с небольшим плюсом. Все равно не очень мне она нравится, честно-то говоря, так-то, положа руку на сердце. Вот. Подписывайтесь на канал, прожимайте лайкос. Я говорю, до скорых встреч. Пока-пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.